Привет, Арми. В последнее время многие из нас стали замечать кое-что очень интересное в движениях Чон Чингука, что-то, что почему-то очень напоминает нам Ким Тэхёна. Хотя мы видим Тэкука не так часто, как раньше, Чингук всегда находит тонкие способы показать нам, где на самом деле находится его сердце. На этот раз он снова сделал это с помощью небольшого жеста, запечатленного в недавнем видео, которое мгновенно вернуло фанатам воспоминания об культовой эпохе Динамите. Тэкук всегда чувствует себя особенным, когда они вместе. И когда дело касается их двоих, трудно поверить, что это происходит просто случайно. На видео мы можем ясно видеть, как Чингук делает почти тот же жест, что и Тэхён раньше. Для многих, кто внимательно следит за их взаимодействием, этот момент кажется очень явным сигналом, как будто Чингук подсознательно показывает, что его лучший друг все еще в его мыслях. То, что мы увидели, не было просто совпадением. Напротив, этот момент ощущался как небольшой, но значимый знак. Намек на то, что Чингук постоянно думает о Тэхёне. Даже когда они не вместе. Без единого слова. Такой простой поступок подтвердил, что многие фанаты уже чувствовали. Хотя некоторым это может быть трудно принять или понять. Чингук, казалось, постоянно посылал тонкие сигналы в сторону Тэхёна, наблюдая за их отношениями на протяжении многих лет. Многие из нас испытывали особую радость, видя, как Чингук ведет себя так естественно, не из-за давления. Не из-за ожиданий других людей, а потому что это было то, что он действительно чувствовал. В видео, где Чингук имитирует движение Тэхёна, было что-то слишком искреннее, чтобы это игнорировать. То, как Чингук имитировал жесты, казалось, говорило о многом. Насколько важна эта фигура в его жизни. Интересно, что не все видели это одинаково. Некоторые пытались утверждать, что Чингук был вынужден подражать им, чтобы привлечь внимание публики. Но для многих фанатов это предположение звучит довольно комично. Вместо того, чтобы принять очевидное, некоторые люди предпочитают создать другую историю, чтобы не сталкиваться с возможностью того, что отношения Тэхёна и Чингука действительно близки. На самом деле ясно, что между ними существует прекрасная связь. Связь, которую трудно отрицать. Даже на фоне слухов, циркулирующих в интернете. За эти годы Тэхён и Чингук своими действиями продемонстрировали, что их отношения построены на искренности и подлинности. Им не всегда нужны длинные слова, чтобы все объяснить. Иногда, просто наблюдая за тем, как они влияют друг на друга. От небольших жестов до выражений лица. Мы можем понять глубину их связи. Что делает эту ситуацию еще более прекрасной, так это тот факт, что Чингук, похоже, не пытается никого впечатлить. Он не следует сценарию. Он, кажется, не играет роль. Он просто действует спонтанно, выражая свои чувства самым естественным образом. Именно эта спонтанность делает его отношения с Тэхёном такими уникальными и не похожими на многие другие отношения, которые мы часто видим в мире развлечений. Когда Чингук имитирует движение Тэхёна, все кажется таким естественным. Как будто эти движения стали частью его самого. Это вполне логично, учитывая, сколько времени они провели вместе за эти годы. Сами того не осознавая, Чингук, возможно, перенял некоторые маленькие привычки Тэхёна, подобно тому, как два очень близких человека часто начинают перенимать похожие жесты или выражения лица. Иногда кажется, что между ними существует некий тайный язык, форма общения, которую понимают только они двое. Но у нас, как у поклонников, есть редкая возможность время от времени наблюдать за тем, как этот язык раскрывается на камеру. Каждый раз, когда Чингук делает что-то, что напоминает нам о Тэхёне, кажется, будто мы заглядываем в глубоко личный и искренний момент. Эти моменты кажутся слишком искренними, чтобы считаться игрой. Напротив, все это выглядело как естественное отражение того, что он действительно чувствовал внутри. Как будто присутствие Тэхёна продолжало влиять на Чингука, даже когда они физически не были вместе.
Небольшие отсылки к Тэхёну в поступках Чингука дают нам представление о том, насколько важна эта фигура в его жизни. Такое сложно подделать. Это не то, что можно полностью инсценировать или сфабриковать для камеры. Напротив, это выглядит как спонтанное выражение глубоких искренних чувств к человеку, который действительно что-то для него значит. Есть много драгоценных моментов, которые мы никогда не забудем, когда речь идет о Тэхёне и Чингуке. Один из самых запоминающихся произошел около 3 лет назад, когда они вместе пошли на мюзикл Пак Хё Шина. Этот момент был еще более особенным, потому что они были не одни. Их также сопровождали друзья из семьи Уга, включая Пак Хён Сика и Пак Саджуна. Присутствие этих близких друзей сделало момент еще более теплым и сплоченным. Тэкук всегда находит способ проводить время вместе и создавать прекрасные воспоминания, даже несмотря на невероятно плотный график. Хотя они часто предпочитают держать свою личную жизнь в тайне, они не полностью скрывают время, проведенное вместе. Мюзикл может быть лишь одним из многих моментов, о которых мы знаем. Но легко представить, что у них гораздо больше общих воспоминаний. Воспоминаний, о которых мы могли бы никогда не услышать, пока однажды они сами не решили ими поделиться. Помните, когда Тэхёна пригласили на радиошоу Пак Хё Шин? В то время это могло показаться обычным приглашением. Но после того, как стало известно, что они вместе посетили мюзикл, все стало понятнее. В любых отношениях общие друзья часто служат мостом, укрепляющим связь. И у Тэхёна и Чингука, очевидно, есть хорошо налаженный круг друзей. Интересно, что у Чингука также довольно близкие отношения с Пак Хё Шин, он даже сам об этом упоминал на одном из своих концертов во время службы в армии. Чингук упомянул, что у него есть номер телефона Пак Хё Шин. Он также рассказал, что певец однажды пообещал дать ему уроки пения, чтобы улучшить его и без того выдающиеся вокальные способности. Отношения между ними тремя демонстрируют, как их дружба естественным образом переплетается. Эти дружеские отношения часто создают сильную сеть поддержки для всех участников. Когда у людей есть общие друзья, их отношения часто становятся еще крепче, и это многие наблюдали в отношениях Тэхёна и Чингука. Один из самых трогательных моментов произошел, когда Чингук на военном концерте начал петь «Уинтер Эрхит». Эта песня имеет особое значение для поклонников, которые следили за жизнью Тэхёна. Этот жест показался еще одним способом для Чингука продемонстрировать, что Тэхён остается в его мыслях. Кроме того, Чингук исполнял несколько других песен Пак Хё Шина на своих концертах. Две самые запоминающиеся «Goodbye» и «Бред», которые он исполнил с большим волнением. Особенно ценным этот момент стало то, что Тэхён также исполнил песню «Бред» на альбоме «In the Soup». Неосознанно это создало между ними своего рода музыкальную связь. Когда мы слышим, как их два голоса поют эти песни, пусть даже не одновременно, мы чувствуем прекрасную гармонию, которую они создают. Теплый голос Тэхёна и мощный голос Чингука, кажется, дополняют друг друга. Возможно, именно поэтому многие фанаты так скучают по совместным выступлениям Тэкука. Когда они находятся в одной комнате, возникает особая энергия, которая ощущается по-другому, энергия, которая приносит радость всем, кто их видит. Правда, сейчас мы видим их вместе не так часто из-за их военной службы. Но за эти годы они подарили нам так много прекрасных моментов, которые стоит помнить. Каждое воспоминание, которое они разделяют, например, тот день, когда они вместе смотрели мюзикл, стало бесценным сокровищем в сердцах фанатов. Эти воспоминания напоминают нам о том, насколько особенными и искренними были их отношения. Больше всего в Тэхёне и Чингуке восхищается то, как им удалось сохранить крепкие отношения, несмотря на различные трудности. На протяжении многих лет многие неизменно замечали одну вещь – то, как они смотрят друг на друга, когда находятся вместе. Это не просто мимолетные взгляды, которые случаются без всякого смысла. Наоборот, это часто взгляды, которые задерживаются на несколько секунд. Как будто между ними происходит безмолвный разговор. И во многих из этих моментов Чингук, кажется, защищает Тэхёна одним лишь взглядом.
если вы чувствуете то же самое, когда видите подобные моменты. Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Будет интересно узнать, как вы их интерпретируете. Если вам нравятся подобные обсуждения, и вы хотите увидеть больше анализа отношений Тэхёна и Чингука, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.